Я здесь. Внимай моему голосу. Не позволяй шуму этого мира, ропоту твоего сомнения или мгновенному шепоту противника отвлечь тебя от этого священного мгновения. Ты нажал на это сообщение не случайно, но моим божественным, абсолютным и преднамеренным вмешательством. Я привел тебя сюда, потому что настал час для перемены в твоих обстоятельствах, для глубокого и неоспоримого поворота на пути, которым ты идешь. Я знаю ношу, которую ты несешь. Я видел тьму, которая пытается окутать твой дух, неустанное давление на твои финансы, мучительную тишину в твоих отношениях и физические бремена, из-за которых тебе трудно вставать каждое утро. Ты молился молитвами, которые, казалось, ударялись о медный потолок. Ты проливал слезы в подушку, веря, что твоя мольба забыта, что твоя боль не замечена или что время твоего страдания будет вечным. Услышь этот указ с моего престола. Время этой неустанной тьмы сокрушается прямо сейчас. Цепи, которые сковывали твой потенциал, твой мир и твое процветание, разрушаются силой моего изреченного слова. Я вижу точные координаты твоего страдания. Я знаю имя болезни, сумму долга и конкретную природу предательства, которое ранило твою душу. Ничто не скрыто от моего взора, и ничто не является слишком сложным для моего немедленного и всеобъемлющего вмешательства. Я привел тебя сюда, чтобы передать самое важное сообщение, которое ты получишь сегодня, возможно, за весь этот год. Чудо не просто возможно, чудо гарантировано, но его принятие зависит от твоей абсолютной приверженности этому божественному наставлению. Пойми природу этого момента. Когда я решаю действовать, когда я посылаю знамения, враг души твоей мобилизуется с немедленной и сильной яростью. Его первая стратегия – отвлечение, вторая – сомнение, а третья – промедление. Он хочет, чтобы ты ушел. Он хочет, чтобы ты поверил, что это просто очередное видео, очередное пустое обещание. Он хочет, чтобы тебя прервал телефонный звонок, уведомление или внезапное чувство усталости. Это не предложение, это духовное повеление. Ты должен оставаться до тех пор, пока не будет произнесено последнее слово этого сообщения. Вся полнота силы, полный план твоего немедленного избавления содержится во всей полноте этого откровения. Если ты уйдешь сейчас, ты рискуешь покинуть святилище, которое я создал для тебя, вернуться на поле, где ждет враг, готовый украсть то самое благословение, которое я готовлюсь высвободить. Не будь безрассудным. Не позволяй нетерпению стоить тебе прорыва, который был куплен для тебя бесконечной ценой. Чудо, которое ты ищешь, исцеление, обеспечение, восстановление, напрямую связано с принятием полного слова. Сохраняй сосредоточенность. Оставайся здесь. Я говорю прямо твоему духу, минуя замешательство твоего разума и усталость твоей плоти. Ты избранный мой. Да, я говорю звездочка тебе звездочка, тому, кто читает эти слова, тому, чье сердце колотится от смеси страха и отчаянной надежды. Ты не случайный зритель. Ты особый сосуд, который я приготовил для этого проявления моей славы. Быть избранным означает две вещи. Во-первых, ты оснащен для победы. Во-вторых, ты интенсивно преследуем силами хаоса. Враг знает твой потенциал. Он знает влияние, которое ты окажешь, как только будешь полностью свободен, как только твое чудо проявится. Вот почему атаки были неустанными. Вот почему давление было удушающим. Но я провозглашаю тебе сейчас, осада заканчивается. Чтобы подтвердить твою приверженность, чтобы открыто выступить против попыток противника украсть этот момент, я требую исповедания веры. Я прошу тебя сейчас совершить простое, но глубоко могущественное действие, подтверди это сообщение. Признай мое присутствие. Это утверждение не для меня, оно для вас и для духовной сферы, наблюдающей за этим противостоянием.
Утверждая эту истину, вы провозглашаете: «Я принимаю Слово Божье». Я принимаю обетование чуда. Я противостою духу сомнения и рассеянности. Совершите это сейчас. Утвердите это послание и наблюдайте, как изменится атмосфера вокруг вас, как немедленное чувство тяжести начнет рассеиваться, и как ясность моей цели потоком хлынет в вашу утомленную душу. Это действие есть духовное рукопожатие, которое запечатывает завет этого момента. Это первый шаг послушания, требуемый для проявления невозможного. Возрастание вашей нынешней ситуации является критическим. Я допустил усиление давления не для того, чтобы уничтожить вас, но чтобы очистить вас, чтобы доказать ваше непоколебимое упование на меня и приготовить сцену для чуда столь масштабного, столь неоспоримого, что никто, даже ваши самые скептически настроенные критики, не сможет отрицать руку Божью в вашей жизни. Но вы стоите на краю пропасти. Духовная опасность неминуема. Противник знает, если вы полностью усвоите это послание, его власть над вашим будущим будет сведена на нет. Поэтому он пытается применить 3 конкретных духовных оружия против вас: звездочка, прямо сейчас звездочка, в эту самую секунду откровения. Звездочка, звездочка, первая неминуемая опасность, дух забвения, звездочка, звездочка, враг стремится стереть память о моей верности. Он хочет, чтобы вы сосредоточились исключительно на последней неудаче, самом недавнем разочаровании, на долге, который сегодня смотрит вам прямо в лицо. Он шепчет: Бог помогал другим, но Он всегда обходит тебя стороной. Это ложь, исходящая прямо из бездны тьмы. Я – Бог, который разделяет море, который источает воду из камня и который воскрешает мертвых. Моя сила не ослабевает, и моя преданность вам абсолютна. Не забывайте мою историю избавления. Твердо держитесь истины. Если я сделал это прежде, я сделаю это снова, и на этот раз проявление будет более великим. Дух забвения должен быть обличен через воспоминание о каждой победе, которую я даровал вам в прошлом. Звездочка, звездочка, вторая неминуемая опасность, дух промедления, звездочка, звездочка, враг скажет вам, что вы можете заняться этим посланием позже. Он создаст внезапную ложную срочность, связанную с обыденной задачей, отвлечение, которое обещает немедленное временное облегчение, но уводит вас от вечного решения, которое я предлагаю. Он хочет, чтобы вы отложили свое обязательство, отсрочили ваше провозглашение веры, полагая, что чудо подождет. Но мое время точно. Окно для этого конкретного вмешательства открыто сейчас. Промедление. Есть непослушание, а непослушание – это дверь, через которую нужда и смятение вновь входят в вашу жизнь. Вы должны действовать сейчас. Вы должны принять сейчас. Это назначенное время. Не позволяйте тонкому влечению позже лишить вас благословения, предназначенного для сейчас. Звездочка, звездочка, третья и самая смертоносная неминуемая опасность – дух сравнения и недостойности. Звездочка, звездочка – это дух, основополагающая ложь, которая парализует избранных. Он говорит вам, что вы недостаточно святы, недостаточно сильны или недостаточно достойны, чтобы принять чудо такой величины. Он использует ваши прошлые ошибки, ваши тайные грехи и ваши признанные неудачи как свидетельство против вашего права на мое благословение. Но я говорю вам, моя благодать зависит не от вашего совершенства, она зависит от моей безграничной любви и моих заветных обетований. Я не призываю тех, кто соответствует требованиям, я сам наделяю призванных необходимыми качествами. Ваша достойность установлена не вашими делами, но кровью моего Сына. Отвергните дух недостойности. Стойте во власти, которую я даровал вам. Вы достойны, потому что я объявил вас достойными. Чудо, которое я готовлюсь высвободить, требует сосуда, готового принять его без оговорок, без сомнения и без отвлечения.
Эта подготовка не сложна. Это просто действие слушания, веры и послушания этому божественному наставлению. Я созидаю почву для явления силы, которая заставит умолкнуть ваших критиков и утвердит ваше будущее. Обеспечение готово. Исцеление завершено. Восстановление провозглашено. Но вы должны пребывать в этом пространстве сфокусированной веры. Полное проявление этого чуда требует вашего неослабного внимания, ибо оставшаяся часть этого послания подробно опишет конкретные шаги, которые вы должны предпринять, чтобы отворить шлюзы моего благословения, а также точную природу духовной битвы, которую предстоит выиграть в грядущие дни. Не двигайтесь. Не поддавайтесь порыву проверить свой телефон или отвести взгляд. Враг борется за следующие 10 минут вашего времени, ибо он знает, что эти 10 минут содержат ключ к вашей свободе. Ваше избавление неизбежно, но оно требует упорства. Прибудьте со мной, мой избранный. Откровение продолжается, и чудо ближе, чем вы можете себе представить. Следующая часть этого слова откроет сокрытое препятствие, которое годами преграждало ваш путь, и то, как моя рука устраняет его навсегда, но вы должны прямо сейчас посвятить себя полному принятию этого священного общения. Укрепитесь. Прорыв уже настал. Пребывайте в моем присутствии. Чудо проявляется. Откровение продолжается, и чудо ближе, чем вы можете себе представить. Следующая часть этого слова откроет сокрытое препятствие, которое годами преграждало ваш путь, и то, как моя рука устраняет его навсегда, но вы должны прямо сейчас посвятить себя полному принятию этого священного общения. Укрепитесь. Прорыв уже настал. Пребывайте в моем присутствии. Чудо проявляется. Я призвал вас сюда не просто для того, чтобы предложить слово утешения, но чтобы инициировать божественное действие. Прежде чем может быть возведено новое строение, старый фундамент сомнения и отчаяния должен быть полностью выкопан и удален. Вы несли бремена, которые никогда не предназначались для ваших плеч, и время для их немедленного устранения ныне провозглашено. Решетка, решетка, решетка исследования души, бремя, которое вы несете, чадо мое, взгляните внутрь себя вместе со мной на мгновение. Я знаю цену пути, который вы предприняли. Я знаю усталость, что оседает в ваших костях, когда заходит солнце, и страх, который сжимает ваше сердце, когда наступает утро. Скажите мне, разве вы не ощущали сокрушительного гнета разочарования, того рода, что оседает глубоко в духе и шепчет ложь об оставленности? Разве вы не делали вывод в тишине ваших самых сокровенных часов, что, возможно, ваша вера была недостаточной, или что ваши молитвы были слишком слабы, чтобы пронзить небеса? Враг неустанно трудился, чтобы убедить вас в том, что источник моей благодати иссяк именно для вас, что завет обетования применим ко всем остальным собраниям, но не к тем конкретным, сложным трудностям, которые определяют ваше нынешнее существование. Помните ли вы ночи, когда вы плакали в одиночестве, убежденные, что борьба бесконечна, что финансовое бремя никогда не ослабнет, или что боль в вашем теле является неизменным атрибутом вашей жизни? Я спрашиваю вас сейчас, разве вы не ощущали жалящего упрека предательства того момента, когда доверенный друг или член семьи отвернулся, оставив вас незащищенным и раненым? Эта рана, сын мой, дочь моя, гноилась не потому, что я игнорировал ее, но потому, что вы продолжали закрывать ее повязками человеческих усилий вместо того, чтобы позволить хирургической точности моего исцеляющего света. Ощущаете ли вы в настоящее время острое давление уходящего времени? Ощущение того, что если прорыв не наступит скоро, возможность исчезнет навсегда, возможность для восстановления в вашем браке, возможность увидеть ваших детей, ходящих в праведности, возможность исполнить божественное поручение, которое я возложил на вашу жизнь десятилетия назад? Это беспокойство, тактика противника, призванная подтолкнуть вас к совершению отчаянных, безверных решений.
Я вижу духовное истощение, проистекающее от ведения битв, которые должны были быть разрешены давным-давно. Вы молились об исцелении, но симптомы сохраняются. Вы верно отдавали десятину, но недостаток остается. Вы искали мира, но конфликт бушует в вашем доме. Разве не кажется вам иногда, будто вы стоите посреди обширной, сухой равнины, взывая с молитвами в небо, которое не дает никакого отклика? Это чувство глубокой изоляции, это гложущее сомнение относительно действенности вашей многолетней преданности, это именно тот духовный недуг, к которому я обращаюсь в этот момент. Вы были прилежны. Вы сохраняли вашу приверженность слову даже тогда, когда мир предлагал более легкие пути. Однако награды, которые вы ожидали, были отложены, что привело к опасному вопросу, таящемуся в глубинах вашего сердца. Действительно ли Бог благ, звездочка, ко мне, звездочка? Действительно ли моей силы достаточно, звездочка, для этого конкретного кризиса, звездочка? Признайте боль. Не скрывайте от меня суровую реальность вашего положения. Я требую честности, ибо только в свете истины чудо может укорениться. Вы достигли точки духовного пресыщения, когда накопленный груз неотвеченных молитв и продолжительных испытаний угрожает погасить то самое пламя надежды, которое вы так тщательно оберегали. Вы чувствуете усталость стража, который стоит на посту бесконечными ночами, задаваясь вопросом, наступит ли когда-нибудь рассвет. Вы почти поддались искушению самоуспокоенности, думая, я просто выдержу это до конца. Но я говорю вам вот что, выносливость – это добродетель, но это не мой конечный план для вас. Мой план – это жизнь с избытком, явная победа и коренное преображение. Чудо, которое я провозглашаю сегодня, это не просто облегчение симптомов, это фундаментальный сдвиг в духовной атмосфере, окружающей вашу жизнь, сокрушение твердынь, которые слишком долго насмехались над вашей верой. Решетка, 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 божественная дилемма и привилегированное знание. Теперь обратимся к ближайшему будущему, ибо чудо – это не просто обещание на будущее, это активная сила, проявляющаяся в нынешний час. Я знаю точное бремя, которое вы несете, конкретный груз, который угрожает сломить ваш дух. Я не просто вижу ваши общие обстоятельства, я вижу мельчайшие детали вашего существования, которых не видел ни один человеческий глаз. Я знаю конкретную сумму долга, которая не дает вам спать в 3 часа утра, не общий баланс, но точную сумму, причитающуюся конкретному учреждению, которое преследовало вас. Я видел момент, когда вы подписали то неразумное соглашение много лет назад, движимое отчаянием, и я знаю духовные узы, которые тот контракт наложил на ваше будущее благословение. Я говорю вам сейчас, я разрываю этот законнический документ. Условия этого рабства аннулированы кровью завета. Финансовое чудо, которое вы ищете, проявится как беспрецедентное освобождение от того конкретного, названного бремени. Я знаю точный диагноз, поставленный врачом, который вселил страх в ваше сердце, название состояния, которое мир называет неизлечимым. Я наблюдал, как вы получали эту новость, и я видел ту немедленную, безмолвную молитву, которую вы вознесли, даже когда профессионализм врачебного кабинета пытался заглушить вашу веру. Я говорю вам сейчас, этот диагноз временный. Он отменяется божественным предписанием исцеления. Чудо будет настолько неоспоримым, что даже медицинским работникам, давшим первоначальный прогноз, придется признать сверхъестественное вмешательство моей руки. Я знаю дату, час и точное слово, произнесенные во время предательства, которое разрушило ваше чувство безопасности и доверия. Я знаю имя человека, который поступил против вас, и я видел слезы, которые вы проливали в тайне, веря, что такая боль никогда не сможет быть полностью искуплена. Враг использует это воспоминание как цепь, привязывая ваше сердце к обиде и горечи, тем самым блокируя поток новых благословений. Вот нравственная дилемма,
которую я предлагаю вам сейчас. Изберете ли вы держаться за оправданную боль той прошлой раны, или же откажетесь от права на отмщение и примете полную меру моего восстанавливающего правосудия? Чудо зависит от вашего немедленного освобождения от этой обиды. Вы должны избрать веру, а не чувства. Вы должны избрать покорность, а не контроль. Вы должны избрать невидимое обетование моего слова, а невидимое свидетельство ваших страданий. Прорыв требует выбора. Доверяете ли вы цепи, которую можете видеть, или невидимой руке, которая ее сейчас сокрушает? Я открываю эти конкретные, сокровенные детали, чтобы подтвердить авторитет этого послания. Вы слушаете не просто риторику, вы получаете прямое, привилегированное сообщение, предназначенное исключительно для возвышения вашей жизни. Время общих молитв прошло. Наступает время конкретных, целенаправленных и неоспоримых чудес. Предзнаменование грядущих дней ясно. Ожидайте немедленного подтверждения. В течение следующих 72 часов проявится внешний знак, который подтвердит духовную работу, которую я совершаю прямо сейчас. Это подтверждение придет в форме телефонного звонка, неожиданного обеспечения или ясного слова от источника, которому вы доверяете. Это залог полного чуда, которое я обещал. Не отвергайте этот знак как совпадение. Признайте его как ощутимое свидетельство моего немедленного ответа на ваше послушание в принятии этого послания. Враг знает, как только вы полностью осознаете глубину моего знания о вашей тайной борьбе, его власть над вашей жизнью будет безвозвратно сломлена. Он полагается на то, чтобы убедить вас, что вы анонимны, забыты и неправильно поняты. Но я знаю число волос на вашей голове. Я знаю невысказанные молитвы, которые вы шептали в подушку, когда думали, что никто не слышит. Я знаю ту конкретную амбицию, которую вы похоронили глубоко в своем сердце, потому что обстоятельства казались невозможными. Эту амбицию, эту похороненную надежду я воскрешаю сейчас. Чудо проявится не только в сферах нужды, финансы, здоровье, но и в сфере предназначения. Вы будете вознесены на ту позицию, которую я предназначил для вас прежде основания мира, позицию, исполняющую судьбу, заложенную в вашей духовной ДНК. Дилемма проста, но глубока. Сомнение – это якорь, который враг использует, чтобы держать ваше судно на мелководье застоя. Вера – это парус, который ловит ветер моего духа и несет вас в глубокие воды истинного благословения. Что вы изберете использовать в этот самый момент? Я обращаюсь непосредственно к мужчине или женщине, чей величайший страх – это повторение неудачи. Вы уже пытались выйти в вере прежде, но спотыкались и падали, что приводило к глубокому стыду. Я говорю вам сейчас, та предыдущая неудача была всего лишь подготовкой. Это была тренировочная площадка для той великой победы, которую я собираюсь даровать. Я укрепил землю под вашими ногами. Сделайте шаг вперед смело. Чудо требует вашей абсолютной уверенности в моем абсолютном суверенитете. Скрытое препятствие, о котором я упоминал ранее, это дух унаследованного ограничения, родовой образец нужды и скорби, который пытался определить ваш род. Я видел, как этот образец проявлялся в жизни ваших родителей и прародителей, и как враг пытался перенести тот же духовный указ на вас. Но я – Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я – Бог родового. Благословение, а не родового проклятия. В этот момент я разрываю эту унаследованную связь. Цепь нужды разорвана. Духовное наследие, которое вы теперь получаете, это наследие изобилия, здоровья и непоколебимого мира. Твое чудо проявляется через простой акт неослабевающего внимания и радикальной веры в авторитет этого божественного общения. Не позволяй своему разуму возвращаться к вчерашним тревогам.
сосредоточь свое духовное зрение целиком на проявлении моей славы, которая разворачивается вокруг тебя прямо сейчас. Пребывай в этом пространстве сосредоточенного принятия. Финальное наставление, которое детализирует конкретные действия, необходимые для запечатывания этого завета чуда, неминуемо, но основа веры должна быть утверждена сейчас. Доверься моему знанию о твоей жизни. Доверься моей силе изменить твои обстоятельства. Доверься тому, что чудо не грядет, оно уже здесь. Доверься моему знанию о твоей жизни. Доверься моей силе изменить твои обстоятельства. Доверься тому, что чудо не грядет, оно уже здесь. Завет установлен в невидимом мире, утвержден послушанием твоего внимания, но требуется окончательный, осязаемый акт в мире видимом. Этот акт – публичное исповедание твоей непоколебимой верности обещанию, которое я только что даровал. Недостаточно просто услышать слово, ты должен произнести слово обратно в бытие, утверждая указ силой собственного голоса, даже если в этот момент этот голос выражен через слово написанное. Я требую этого провозглашения не ради своей выгоды, ибо я знаю мысли и намерения твоего сердца прежде, чем они полностью сформированы, но для утверждения твоего собственного духа. Произнесенное исповедание – это духовный мост между потенциалом обещания и реальностью его проявления. Это тот акт, который перемещает чудо из небесного чертежа в земное измерение твоего повседневного опыта. Это момент, чтобы заявить право на судьбу, которую я провозгласил над тобой. Это возможность заглушить шепот сомнения, который пытается прокрасться обратно на периферию твоего разума. Когда ты публично объявляешь о своей вере, ты возвещаешь начальствам и властям тьмы, что их власть была окончательно рассечена. Ты водружаешь знамя божественного суверенитета на территории, которая некогда была занята страхом и нуждой. Посему я повелеваю тебе ныне, в присутствии духовных воинств, окружающих сие общение, запечатай сей завет радикальным провозглашением доверия. Пройди вперед в пространство, предназначенное для общения, и исповедуй истину, которая обитает внутри тебя. Пусть твое провозглашение будет простым, глубоким и абсолютным. Напиши сии слова, позволяя намерению твоего сердца течь через пальцы на экран, что будет означать твое полное предание и принятие чуда, которое сейчас разворачивается. Звездочка, звездочка, Боже, я доверяю тебе. Звездочка, звездочка, или, если величие и благословение уже ощущается всепоглощающим своей несомненности. Пусть твое сердце преисполнится признанием божественной милости и напиши: звездочка, звездочка, благодарение Богу. Звездочка, звездочка, это твой жертвенник. Это цифровое пространство, освященное моим присутствием, становится местом, где ты приносишь жертву хвалы и исповедание веры. Немедля. Не сомневайся. Враг процветает в тишине нерешительности. Нарушь эту тишину сейчас. Провозгласи свое доверие. Провозгласи свою благодарность. Пусть слово написанное станет окончательным замком на дверях твоих прошлых страданий, гарантируя, что прежнее никогда не вернется, чтобы терзать твой дух. Осознай глубокую духовную значимость этого действия. Когда ты печатаешь эти слова, ты не просто участвуешь в цифровой формальности, ты активируешь духовный закон. Ты задействуешь авторитет слова, ставшего плотью. Ты заявляешь недвусмысленно, что твое упование основано не на колеблющихся обстоятельствах мира и не на ограниченных ресурсах человека, но исключительно на неизменной, вечной и всемогущей природе твоего Создателя. Когда вы провозглашаете «Боже, я доверяю Тебе», вы разрушаете всякий оплот беспокойства, который враг воздвиг вокруг ваших финансов, вашего здоровья и ваших семейных отношений. Вы утверждаете, что даже если физическое свидетельство еще не полностью проявилось, духовная реальность уже утверждена моим постановлением. Вы избираете путь Авраама, который поверил сверх всякой надежды, и чья вера была вменена ему в праведность.
Ваше провозглашение есть ваша праведность в этот момент кризиса и проявления. Когда вы говорите «благодарение Богу», вы демонстрируете зрелую веру, которая благодарит меня за ответ прежде, чем прошение полностью реализуется в естественном мире. Этот уровень благодарности активирует экспоненциальный рост благословения. Это демонстрирует смирение и мудрость, необходимые для того, чтобы справиться с масштабом чуда, которое я вкладываю в ваши руки. Это высший акт духовной зрелости, признание источника всех благ и воздаяние ему славы прежде, чем урожай будет даже собран. Я жду вашего ответа. Пусть ваше исповедание станет свидетельством для небес и предупреждением для сил тьмы. Пусть оно станет окончательной печатью на чуде, которое уже сейчас меняет траекторию вашей жизни. Не продолжайте, пока не признаете этот божественный обмен. Ваша приверженность – это плодородная почва, мое слово – это семя, чудо – это урожай. Посейте вашу приверженность сейчас. Звездочка, звездочка, звездочка теперь, когда завет был признан посредством вашего исповедания, мы переходим к финальному, необходимому акту духовной брани и утверждения. Обетование, которое я дал, обетование изобилия, здоровья, мира и избавления, не могут полностью укорениться, пока почва вашей жизни не будет полностью очищена от всякого остатка загрязнения. Я знаю глубокие бремена, которые вы несете. Я вижу невидимые цепи, которые были переданы через поколения, выкованы в огне неверных решений, страха, идолопоклонства и духовного невежества. Хотя я и провозгласил разрыв этих уз, должна быть произнесена окончательная авторитетная молитва, активирующая всю полноту силы крови Агнца, чтобы стереть законные притязания врага на вашу жизнь. Услышь мой голос сейчас, а избранный. Примите эту молитву отцовской власти, произнесенную от самого престола благодати, предназначенную для того, чтобы сокрушить всякое проклятие, всякое колдовство, всякую духовную преграду, которая осмелилась противостать моей божественной воле о вашем процветании и мире. Властью, которая пребывает во мне, Альфе и Омеге, начале и конце, Боге, который был и есть и грядет, я ныне постановляю полное, всеобъемлющее и необратимое отделение от господства тьмы, которое стремилось омрачить вашу судьбу. Звездочка, звездочка, я обращаюсь прямо к духу родовой нищеты, звездочка, звездочка, который следовал за вашим родом, как тень, на протяжении многих лет. Я знаю борьбу, с которой вы сталкиваетесь, постоянный цикл продвижения вперед лишь для того, чтобы снова отступить. Я вижу недостаток, который проявился на ваших банковских счетах, в ваших деловых начинаниях и в постоянном истощении ваших ресурсов. Властью, данной мне, Богу неограниченного снабжения и Иегове Иры, я повелеваю духу нищеты отпустить свою хватку от ваших финансов, вашего наследства и ваших будущих инвестиций. Я провозглашаю, что пожиратель запрещен ради вас, и окна небесные открыты над вашей жизнью, чтобы излить благословение столь обширное, что не хватит места, чтобы его принять. Проклятие недостатка сломлено. Благословение изобилия утверждено. Вы будете давать взаймы, а не брать взаймы. Вы будете главой, а не хвостом. Это мое неизменное постановление о вашей экономической жизни. Звездочка, звездочка, я обращаюсь напрямую к духу немощи и хронической болезни, звездочка, звездочка, который пытался украсть вашу жизненную силу, вашу энергию и вашу радость. Я знаю названия недугов, терзающих ваше тело, постоянные боли, неприходящие слабости, диагнозы, вселившие страх в ваше сердце. Я Господь, который исцеляет вас, и Иегова Рафа. Ранами, положенными на спину моего сына, я провозглашаю, что каждая клетка, каждая ткань, каждый орган в вашем физическом теле теперь подчиняется совершенному, божественному замыслу своего Творца. Я повелеваю духу болезни бежать из вашего сосуда. Я разрываю узы, связывающие вас с унаследованными болезнями и хроническими состояниями.
Я устанавливаю целостность там, где была сокрушенность. Я устанавливаю жизненную силу там, где была усталость. Ваше тело – храм Духа Святого, и я провозглашаю его очищенным, исцеленным и сильным. Ваше здоровье восстановлено не частично, но полностью по мере моей славы. Звездочка, звездочка, я обращаюсь напрямую к духу страха и тревоги, звездочка, звездочка, который терзал ваши ночи и парализовал ваши дни. Я знаю те особые беспокойства, что лишают вас сна, постоянный ужас перед будущим, страх внезапной потери или неудачи. Страх не от меня, но является оружием противника. Я провозглашаю, что вы облечены духом силы, любви и здравого рассудка. Я повелеваю духу тревоги ослабить хватку на ваших мыслях, ваших эмоциях и вашей нервной системе. Я запрещаю духу бессонницы и беспокойства. Я вселяю в вас глубокий, неизменный мир, превосходящий всякое человеческое разумение, звездочка, шалом звездочка, который хранит ваше сердце и ваш разум. Вы ляжете, и ваш сон будет сладок, ибо я дал вам не духа рабства, чтобы снова жить в страхе, но духа усыновления, которым вы взываете «Авва, Отче». Звездочка, звездочка, я обращаюсь напрямую к духам раздора и родового противостояния, звездочка, звездочка, которые разрушили ваши семейные отношения, вызвав разделение между супругами, родителями и детьми. Я знаю горечь, непрощение и глубокие раны, которые остаются в вашем доме. Я Бог примирения и восстановитель пролома. Я повелеваю духу разделения удалиться из вашего дома и вашего рода. Я заменяю споры пониманием, горечь милостью, а отчуждение близостью. Я провозглашаю, что ваш дом будет святилищем мира, убежищем любви и твердыней веры. Проклятие семейной раздробленности сломлено, и установлено благословение единства, создавая наследие гармонии для грядущих поколений. Я обращаюсь к каждому законному притязанию, каждому демоническому контракту, каждому слову, произнесенному по неведению или со злым умыслом против вашей жизни, вашего предназначения и вашего будущего. Каждая темная клятва, произнесенная над вашими предками, каждое нечестивое постановление, провозглашенное над вашим потенциалом, звездочка, звездочка, я отменяю их сейчас, звездочка, звездочка, они аннулированы высшим авторитетом моей пролитой крови. Рукописание постановлений, бывшие против вас, стерто и пригвождено ко кресту. Вы более не определяетесь вашими прошлыми ошибками или ошибками тех, кто был до вас. Вы определены новым заветом, запечатанным в истине, силе и вечной благодати. Поэтому стойте твердо в этой новой реальности. Ходите во власти Сына, зная, что сила, воскресившая Христа из мертвых, теперь обитает внутри вас. Не оглядывайтесь на проклятия, которые я сокрушил. Не поднимайте цепи, которые я разорвал. Ваше освобождение тотально. Ваше исцеление совершенно. Ваше благословение закреплено. Это чудо не временная отсрочка, это постоянный переход. Вы перешли из тьмы в мой дивный свет. Вы перешли от недостатка к изобилию. Вы перешли от болезни к здоровью. Вы перешли от страха к абсолютному миру. Идите и живите как искупленные, благословенные и особо облагодетельствованные Господом. Чудо, которое вы искали, теперь ваша часть. Благословение, которое вы желали, теперь ваше наследие. Это постановление окончательно. Этот завет запечатан. Аминь. Итак, это установлено. Проверка объема текста, обеспечение достижения цели в 19-25 плюс слов за счет обширного раскрытия двух частей, особенно молитвы о разрыве, которая детализирует многочисленные аспекты проклятия и соответствующего благословения, используя риторическое расширение высокого уровня и теологическую весомость. Расширение было сосредоточено на детализации духовных механизмов исповеди и всеобъемлющего характера молитвы о снятии проклятия,
охватывающий бедность, болезнь, страх и семейные раздоры, обеспечивая требуемую длину и авторитетный тон. Текущий объем текста достаточен, сохраняя требуемый формальный и церковный тон. Конец части 3. Чудо провозглашено. Завет утвержден. Сила высвобождена в самую глубокую суть твоего духа. Ты больше не тот человек, который начал это священное служение. Оковы пали, тьма отступила, и свет моего присутствия теперь ярко сияет на пути, лежащем перед тобой. Но уразуми это, мой избранный, получение чуда – это первоначальный акт моей благодати, поддержание же чуда требует твоей непоколебимой приверженности принципам моего царства. Враг, увидевший, что его власть над тобой сломлена, не дремлет. Он рыщет, ища кого? Поглотить 1 Петра 5:8, надеясь, что ты вернешься к старым моделям сомнения и страха, которые давали ему доступ прежде. Поэтому я даю тебе этот последний мандат, это священное наставление на грядущие дни, дабы твое благословение было постоянным, а твое свидетельство непоколебимым. Звездочка, звездочка, мандат непрестанной бдительности, звездочка, звездочка, пуще всего храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Притча 4 часа 23 минуты. Чудо, которое ты получил, было зачато в вере и явлено через послушание. Если ты позволишь сомнению снова пустить корни или дашь голосам мира заглушить голос Отца твоего, ты подвергнешь опасности семя благословения, которое я насадил. Не оглядывайся на Египет, из которого я тебя вывел. Не задерживайся мыслями на болезни, которую я исцелил, или на нищете, которую я отсек. Твое внимание должно оставаться прикованным к начальнику и совершителю веры, Евреям 12:2. Пусть твой разум обновляется ежедневно через омовение моим словом. Посвяти время, священное и непоколебимое, общению со мной. Это не предложение, это спасательный круг, который поддерживает жизнь, исполненную чуда. Когда противник шепчет обвинения о твоих прошлых ошибках, напомни ему о крови, которая очищает от всякого греха, и о постановлении праведности, которое я возложил на тебя. Когда мир попытается втянуть тебя обратно в тревогу о завтрашнем дне, стой твердо на обетовании, что я знаю намерения, какие имею о тебе, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Иеремия 29:11. Твое послушание – это почва, на которой процветает чудо. Ходи в непорочности. Говори правду. Соблюдай обязательства, которые ты даешь мне и другим. Пусть твоя жизнь будет живым, дышащим свидетельством преобразующей силы моей любви. Я призвал тебя из тьмы в мой чудный свет, 1 Петра 2:9. Живи как дитя света, отражая мою славу в каждом взаимодействии, каждом решении и каждом безмолвном моменте размышления. Звездочка, звездочка, уверенность в вечном бдении, звездочка, звездочка, знай эту абсолютную истину. Я, Иегова Шамма, Господь там. Я не отдаленное божество, которое начинает чудо, а затем удаляется. Я вечно присутствующий пастырь, который хранит свое стадо, не дремлет и не спит. Псалом 124. Я вижу тайные битвы, которые ты все еще несешь, бремена, которыми ты боишься поделиться даже с самыми близкими тебе. Я вижу моменты слабости, когда ты искушаешься вернуться к привычному утешению цинизма. И в те моменты мое сострадание не ослабевает. Моя милость обновляется каждое утро. Плач Иеремии 3, 22-23. Я наблюдаю за путем, которым ты идешь. Я вижу врагов, которые пытаются расставить сети для твоих ног. Я поставил моих ангелов, духов служебных, ополчаться вокруг боящихся меня и избавлять их. Псалом 33:8. Ты окружен невидимым воинством, организованным по моему повелению. Не бойся ничего, кроме неспособности довериться моему абсолютному владычеству.
Не думай ни на мгновение, что раз великое явление чуда миновало, моя работа завершена. Моя рука активно направляет твои шаги. Моя мудрость доступна, чтобы освещать твои решения. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и возвещу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Иеремия 33:3. Этот доступ к моему совету есть величайшее чудо из всех, ибо он гарантирует, что ты никогда не будешь входить в смятение или заблуждение, при условии, что ты преклонишь ухо, чтобы услышать мой голос. Я вижу испытания, которые еще возникнут, ибо жизнь на этой земле включает в себя проверку и очищение. Но теперь ты встречаешь их не как жертва, но как победитель. Ты противостоишь препятствиям не своей ограниченной силой, но безграничной силой Святого Духа, пребывающего в тебе. Помни о завете: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Когда ты чувствуешь себя наиболее одиноким, знай, что мое присутствие наиболее сильно. Звездочка, звездочка, всеобъемлющее окончательное благословение и облачение силой звездочка, звездочка, теперь прими окончательное утверждение твоего благословения. Я провозглашаю всеобъемлющее покрытие над каждой гранью твоего существования, запечатлевая начавшееся чудо и простирая мое благоволение далеко за пределы твоей нынешней способности вообразить. Звездочка, звездочка, ай, благословение абсолютного мира, шалом звездочка, звездочка, я заменяю смятение и тревогу, мучившие твои ночи, миром, который превосходит всякое человеческое разумение. Филиппийцам 4:7. Пусть хаос прекратится в твоем доме. Пусть голоса споров и раздоров будут заглушены звуком гармоничного согласия. Я устанавливаю спокойствие в твоем разуме, искореняя корни страха и заменяя их глубокой, непоколебимой уверенностью: если я за тебя, никакая сила не сможет успешно противостать тебе. Римлянам 8:31. Пусть этот мир будет стражем, охраняющим твои мысли и эмоции, позволяя тебе безопасно покоиться, зная, что времена твои в моей руке. Псалом 30:16. Этот мир будет исходить от тебя, касаясь каждого, кто входит в сферу твоего влияния, делая тебя вестником примирения и спокойствия в мире, поглощенном волнением. Звездочка, звездочка 2. Благословение преизбыточного обеспечения. Звездочка, звездочка, я повелеваю дверям возможностей распахнуться перед тобой. Я утверждаю твои руки для плодотворного труда, и результат твоих усилий умножится в 10 раз губитель, навсегда запрещенно от твоих хранилищ, и позор нужды будет заменен достоинством избытка. Я постановляю, что каждый долг, который держал тебя в плену, рассыплется в прах, и золотой поток моего обеспечения будет непрестанно течь в твою жизнь, гарантируя, что ты будешь дающим взаймы, а не заемщиком, свидетельствуя о верности всемогущего обеспечителя. Ты будешь иметь не просто достаточно, ты будешь иметь изобилие, которое переливается через край, позволяя тебе благословлять бедных, поддерживать дело моего царства и демонстрировать безграничное богатство, доступное в моей экономике. Твои финансы теперь приведены в соответствие с божественным порядком, переходя от недостатка к сверхизбытку, являясь постоянным источником свидетельства о моем чудесном вмешательстве. Звездочка, звездочка 3. Благословение непоколебимого здравия и долголетия. Звездочка, звездочка, недуг, который я изгнал, не вернется. Я устанавливаю всеобъемлющий щит божественного здравия над вашим телом, от темени вашей головы до подошвы ваших ног. Каждая клетка, каждый орган, каждая система ныне перенастроена, чтобы функционировать в совершенстве моего изначального замысла. Я дарую вам силу для ваших дней и жизненную энергию для ваших лет. Вы будете ходить в крепком здравии, исполняя полную меру дней, которые я предопределил для вас, и не будете сокращены немощью или преждевременным увяданием. Пусть усталость прошлого будет заменена оживляющей силой моего духа. Вы будете служить мне силой и ясностью, будучи посвященным и здравым сосудом, демонстрируя, что ранами моими вы действительно исцелены. Исайя 53:5.
Звездочка, звездочка 4. Благословение искупленного потомства. Звездочка, звездочка, я простираю это чудо за пределы вашей собственной жизни на ваше семя, ваших детей и детей ваших детей. Я сокрушаю родовые циклы проклятия, неудач, зависимости и духовного рабства, которые пытались определить вашу семейную линию. Образец разрушения заканчивается на вас здесь и сейчас. Я провозглашаю спасение, восстановление и божественное предназначение над вашими потомками. И все сыновья твои будут научены Господом, и велика будет тишина сыновей твоих. Исайя 54:13. Они будут ходить в благоволение, которое вы обрели через свою веру, продвигая принципы царства, установленные в вашей жизни. Там, где было отчуждение, будет воссоединение. Там, где было восстание, будет покаяние. Ваша семья будет известна как дом, благословенный Всевышним. Звездочка, звездочка, Ви, благословение открытого предназначения. Звездочка, звездочка, я снимаю завесу замешательства и промедления, которая скрывала ваше божественное призвание. Я дарую вам ясность видения и смелость исполнения. Вы не просто выживаете, вы предназначены процветать и влиять на мир во славу мою. Дары и таланты, которые я вложил в вас и которые дремали под тяжестью страха, теперь активированы и обострены. Вы будете двигаться вперед с точностью и силой, исполняя конкретную миссию, для которой вы были сотворены. Каждый ваш шаг будет направлен мною, и каждая дверь, необходимая для вашей судьбы, откроется без усилий. Вы помазаны для этого времени, наделены силой для этого задания и предназначены для успеха в каждом начинании, соответствующем моей воле. Звездочка, звездочка, заключительное повеление. Иди и свидетельствуй, звездочка, звездочка, величайшая честь, которую вы можете оказать мне, это прожить ваше свидетельство. Не держите это чудо в тайне. Мир должен видеть ощутимое доказательство моей верности через вашу преображенную жизнь. Когда люди спросят, как вы перешли от того места отчаяния к этому месту покоя, расскажите им о завете. Когда они спросят об источнике вашего внезапного обеспечения, расскажите им о великом промыслителе. Когда они удивятся вашей стойкости перед лицом старых врагов, расскажите им о скале, на которой вы стоите. Ваша жизнь, прожитая в свете этого чуда, это проповедь, не требующая слов. Это доказательство того, что я тот же вчера и сегодня, и вовеки. Евреям 13:8. Чадо мое, эта встреча завершена, но отношения вечны. Это послание – краеугольный камень, а не весь фундамент. Не позволяйте вашему духу охладить или вашей вере поколебаться. Оставайтесь соединенными с источником жизни. Ищите лица моего постоянно. Если вы желаете глубже войти в откровение моей воли, если вы ищете дальнейшего совета о том, как преодолеть конкретные трудности, которые все еще ожидают впереди, или если вам просто нужно подтверждение моего голоса в вашем ежедневном хождении, знайте, что колодец моей мудрости никогда не иссякает. Мои послания непрерывны, мое руководство постоянно, и моя любовь неисчерпаема. Оставайтесь бдительными. Оставайтесь верными. Оставайтесь исполненными ожидания. Идите же ныне, не в своей силе, но облеченные моей властью. Ходите как искупленные, благословенные и особо облагодатствованные Господом. Чудо, которое вы искали, теперь ваша утвержденная реальность. Благословение, которое вы желали, теперь ваше вечное наследие. Я сказал. Я совершил. И то, что я установил, ни человек, ни демон, ни обстоятельства не могут отменить. Мир вам. Да укрепит вас благодать. Да облечет вас силой. Аминь. Так да будет утверждено. И так вы будете.